Здесь у меня 500 грамм ржаной муки. Вот такая мука у меня. Добавляем сюда чайную ложку соли. Перемешаем. И добавляем сюда чайную ложку сухих дрожжей. Или 7 грамм. Тоже перемешаем. Осталось только добавить воду. Добавляем 400 миллилитров воды комнатной температуры. И теперь рукой это все перемешаем, чтобы образовалось тесто. Долго не надо ничего замешивать. Просто перемешали, чтобы образовалась однородная масса. И на этом все. Вот и все. Посмотрите, вот такое тесто у нас получилось. Вот такое липкое, но такое и должно быть. Видите, как просто и легко это все делается. Готовое тесто сразу переносим в форму для выпекания. И предварительно, конечно же, эту форму нужно хорошенько смазать сливочным маслом. И вот такие обертки от масла прекрасно подойдут для этого. И вот так вот хорошенько утрамбуем здесь это тесто. Чтобы разровнять поверхность этого хлеба, мы возьмем вот обычную холодную воду из-под крана и вот такую лопаточку. Вот так вот аккуратно, обмакивая в воде, эту лопаточку мы вот так вот расправим, насколько это возможно. Обязательно по краям тоже вот так вот придайте хорошую форму. Накрываем пленкой. Если накрыли плотной пленкой, то потом хорошенько бы сделать вот такие несколько проколов здесь, чтобы воздух заходил. Оставляем вот прямо так при комнатной температуре, чтобы наше тесто отдохнуло и увеличилось в размере. Сильно это тесто не будет увеличиваться в размере, так как это ржаная мука, но тем не менее тесто должно подняться хотя бы в 1,5 раза. Я живу в Англии, и здесь обычная средняя температура дома, в квартире 18-20 градусов. Вот у меня примерно такая температура, поэтому мне понадобится, наверное, часа 4-5. Не торопитесь. Чем медленнее оно будет подниматься, тем вкуснее получится ваш хлеб. Вот эта форма моя, кстати, размером 12 сантиметров на 23 сантиметра. Прошло около 5 часов, и посмотрите, как теперь наше тесто выглядит. Оно прилично поднялось. Теперь можно приступать к выпеканию. Ставим эту форму в разогретую духовку до 230 градусов. Вот нам понадобится еще вот такой вот пульверизатор. Здесь у меня обычная холодная вода из-под крана. Оставляем на 5 минут при 230 градусах. И затем убавляем до 200 градусов и оставляем еще минут на 35-40. Я продержала этот хлеб в духовке 45 минут. Напомню, что 5 минут я выпекала при температуре 230 градусов, затем убавила до 200 и оставила еще минут на 40. Сразу же достаем этот хлеб из формы. Вы видели, как легко этот хлеб вышел из формы. Посмотрите, как он выглядит снизу, сбоку, сверху. Теперь оставим минимум на пару часов, чтобы он полностью остыл. И затем можно разрезать и насладиться этим чудесным хлебом. Посмотрите, как изнутри выглядит этот хлеб. Посмотрите. Могу вам сказать, что моя маленькая дочка в восторге от этого хлеба. Это единственный хлеб, который она кушает с удовольствием. Обязательно приготовьте, обязательно попробуйте. Это очень и очень вкусно и полезно к тому же. Приятного вам аппетита! Спасибо вам за просмотры. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.